Ну что, сегодня мы наконец улетаем. Сейчас 6 утра. По моей заспанной физиономии можно понять, что я не выспалась. А по голосу можно понять, что я заболела. Ну, как обычно, было бы слишком просто, если бы все было хорошо перед полетом, правда? Последние пару дней я интенсивно лечилась, и у меня все равно присутствует небольшая температура, болит горло, в целом слабость, болит голова. И я немного переживаю за этот счет, но надеюсь, все будет хорошо. Также я не представляю, как я буду ходить по аэропорту в своем мягком ортезе на коленнике, потому что все-таки большие там расстояния, я чуть-чуть пройду, уже устану. Костыли с собой я не беру, оставляю их в Казахстане. И, в общем, надеюсь, все будет хорошо. А еще меня беспокоит такой момент, это расчет дней пребывания. Поскольку, как вы помните, в Турции мы превысили свой лимит в январе и, собственно, поэтому уехали. И вроде как мы должны были правильно рассчитать. И сейчас нас должны пустить обратно. Я надеюсь. Но всегда есть вероятность, что мы что-то рассчитали не так. А второе – это Казахстан. Несмотря на то, что мы не превысили количество дней пребывания здесь, мы улетали в Сеул, мы не дорегистрировались после возвращения из Кореи. Здесь я тоже не понимаю, норма это будут у нас проблемы на таможне или нет. Надеюсь, что нет, но все эти обстоятельства добавляют стрессу. А еще мы начали накануне собирать чемоданы и поняли, что нам категорически не хватает места, не все помещается, при том, что у нас было 3 больших чемодана и 2 ручные клади. В итоге пришлось покупать еще один чемодан. Подходит под мой рюкзак. И вот нам уже уезжать, и я решаю посмотреть на Flightradar, где я отслеживаю самолетики, наш рейс. И знаете, что там написано? А нам уже уезжать в аэропорт. Не знаю, мы посмотрели сейчас ваучер, там нет такой информации, то есть это только на сайте Flightradar, но это очень странно. Просто максимум всего, что можно, было бы собрать. Стресс. А, какое небо красивое сегодня. Прощаюсь с этим видом. Вот такое у нас количество чемоданов. 2 маленькие ручные клади, 4 больших чемодана, по рюкзаку Даши и меня. И вот такая вот подушка под мой вывихнутый копчик. И тут мы взяли еще фильтр, забрали, который сами покупали. Пока-пока. Что-то я переживаю насчет этой строчки cancelled во Flightradar. Вот такое вот приглашение в бизнес-зал. Бизнес-зал нас совсем не впечатлил. Там нельзя было есть и пить, только за дополнительную стоимость. Было очень много людей. А также было запрещено приносить напитки из соседних кафешек, типа Старбакса. Но справедливости ради, их кофе был вкусным. Бизнес-зал, конечно, то еще говнище. Ну и аэропорт, в принципе, тоже не очень. Есть ощущение, что ты на вокзале. Ну, мы на посадочку. Когда очень хотел сидеть у окошка, а у тебя 2 окошка. Лимонадик. Спасибо. И снова мы в бизнес-классе Air Astana.
Как вы видели, нам уже принесли приветственный напиток. Можно было выбрать лимонад или шампанское. Мы взяли лимонад. Далее нам принесли такую косметичку. Ее я покажу чуть позже. Я от нее в полном восторге. В этот раз мы взяли первые сиденья. Можно видеть, что мы практически в носу самолета сидим. Так как экран монитора далековато, то пульты здесь сенсорные, не очень удобно, но интересный опыт. Затем нам принесли чистые пледики, и я сразу накрылась, чтобы немножечко снизить свою тревожность, и в более уютной атмосфере приготовилась ко взлету. Да, если вы не знали, то я боюсь летать. Тем не менее, это не останавливает меня от путешествий. Я считаю, что нельзя уступать страху ни при каких условиях, иначе он победит. Поэтому я осознанно продолжаю летать и делаю все возможное, чтобы мой полет был комфортным. Одно из этих условий – это бизнес-класс. Естественно, если у него адекватная цена. Далее нам принесли горячие влажные салфетки для рук, чтобы можно было вытереться, умыться и немного освежиться. Я очень люблю подобные мелочи, потому что они дарят новые впечатления и помогают понять, за что ты заплатила дополнительные деньги. Далее я решила надеть наушники, у них есть одноразовые амбушюры. Из плюсов у них действительно классный звук, который изолирует все шумы, и можно нормально наслаждаться просмотром фильмов или музыкой. А если добавить сюда раскладывающиеся сиденья, то опыт становится еще лучше и приятнее. Но фильм мы отложим чуть на потом, поскольку сразу после взлета стюардессы начали накрывать наши столики. Здесь вы можете видеть мой восторг и предвкушение. Еда самая приятная часть в полете. Нам принесли горячие орешки, тарталетку, и я взяла себе томатный сок. Он был особенно вкусным. Тарталетка тоже была вкусной, но маленькой. Далее нам принесли закуски, какая-то булочка, копченый лосось, это соль с перцем такие милые, и масло, люблю очень миниатюрные упаковки, это оливковое масло. Даше принесли креветки. Лосось был вкусный, но я не могу сказать, что меню меня в этот раз как-то впечатлило. А это вкусный чесночный хлеб. Салатик был так себе, грибной суп очень похож на тот, что в шоколаднице. И на горячее я взяла себе курицу. Выбор десертов закончился на нас, и нам досталось то, что досталось. Ну такое. А теперь возвращаемся к косметичке. Она была новая и очень красивая, с большим количеством пробников, с какими-то открыточками. И в ней был представлен бренд Поет. Освежающий мист для лица, крем для рук, который я перепутала с кремом для лица и намазалась им. Гигиеничка Поет. Очень нужная вещь в полете. Полоскалка Colgate. У нас полет 6-часовой, поэтому это необходимо. Маска для глаз, носочки, очень удобные, кстати. Миниатюрная, милейшая расческа, зубная щетка, маленькая зубная паста, беруши, как же без них, и ручка. Ее всегда кладут в аэростане. Просто посмотрите, какая маленькая расческа. Далее пришло время ухода за собой. Я намазала губы, увлажнила лицо мистом от Поет и решила разложить сиденье, чтобы было удобнее. Дальше в ход пошла моя любимая маска от Dr. J.Art, увлажняющая, поскольку полет у нас занимал целых 6 часов. Обезвоживание лица – это не то, что хотелось бы видеть на себе после. Надеюсь, никого не испугал мой внешний вид в эти 20 минут. И дальше я надела наушники и стала смотреть кино, а Даша читать книгу.
Потом нам принесли водичку, а еще все 6 часов мы пробыли в зоне бешеной турбулентности, и практически 6 часов у нас горела вывеска «Пристегнуть ремни», и нельзя было вставать, что не очень прикольно с таким-то количеством питья, которое мы употребили. Ну а здесь мы уже видим берега Анталии, и мы уже идем на посадку. Что, вот мы в Турции. На таможне вообще у нас ничего не спрашивали, поэтому страхи оказались напрасными. Так как мы летели в бизнес-классе, наши чемоданы пометили биркой приорити, что означало, что их должны были вытащить первыми. Но что-то пошло не так, и один из чемоданов так и не появился с биркой приорити, и мы уже начали переживать, поскольку люди начали расходиться, чемоданов оставалось все меньше и меньше, а нашего не было. Однако в последний момент случилось чудо, и Самый последний тоже не приорити, да. Уже никого не осталось. Царапин после этого полета. Да. Это я. Такой вот у нас трансфер, такая машинка для нас двоих. Иногда она бывает посимпатичнее, в этот раз больше такая на много мест, но мы едем вдвоем. И трансфер стоит 60 евро в одну сторону. Все наши чемоданы даже не поместились, и вот они тут. Ой. Целая машина чемодана. Мой пипуктор. Вот мы и приехали. У меня ужасно болит горло. Сейчас меряю температуру, потому что первые полдня вроде все было нормально, а сейчас прям накрыло. Ужасно устали, но мы долетели, и все хорошо. Вчера мы очень быстро вырубились, поэтому я не успела ничего доснять. Ну а сегодня уже идем в магазин. Я даже решила выйти без своего наколенника, посмотреть, как пойдет. Ну пока нормально. Ну а мы с вами уже увидимся в следующих влогах. Пока-пока.